Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы поговорим, зачем нам нужен брейк в свитче. Заранее в коде я уже сделал некую разметку, вот такой вот свитч написал, где проверяю, чему равняется переменная day. И исходя из того, чему она равняется, я буду выводить в консоль соответствующее действие. Например, в данном случае в переменной day находится mon, и я вывожу monday. В консоли мы это как раз можем заметить. Но что будет, если я сейчас вот здесь уберу брейк? Как только я его убрал, в консоли я уже вижу два ответа. То есть не просто Monday, но и Tuesday. Если я также уберу еще и здесь брейк, то в консоли уже три ответа. Так как вообще работает брейк? Или вообще что это такое? Брейк говорит о том, что код уже закончен, и свитч нужно закрыть. Если брейка не будет, то свитч не получит команду «Остановись», а значит будет работать дальше, пока не закончится сам свитч. Ну или если говорить простыми словами, то у нас переменная d равняется mon. То есть отрабатывает первый кейс, он видит совпадение и выполняется тело кейса. В теле кейса написано, что вывести в консоль Monday. Он так и сделал. Что происходит дальше? Из-за того, что первый кейс уже отработал, внутри свитча все последующие кейсы даже не будут функционировать. Они по факту исчезнут. То есть их не будет даже визуально. По факту для свитча все написано вот так. Он эти консоли выводит по очереди, пока в самом конце не встретит брейк. Если бы и этого брейка не было, то я бы видел уже и тело default, то есть other day. Брейк говорит о том, что команда закончена и нужно выйти из свитча. Если брейка нету, то оно будет работать до конца. По факту, пока не встретит брейк или сам свитч не закончится. Давайте я сейчас что сделаю? Поменяю переменную mon. Раскоммичу вот этот кусочек и вот этот. И напишу вот так вот. В такой конструкции, когда наша переменная равняется day, первый кейс не отработал. Потому что совпадения нет. Но отработал второй. И как только второй кейс отработал, мы сразу же увидели вот эту консоль. То есть Tuesday. И также у нас дальше пошли выполняться только тела кейсов. Повторяю еще раз. Как только первый кейс дает true, для свитча все остальные кейсы пропадают. Их, хоть мы глазами их видим, свитч их больше не замечает. И из-за того, что он их не замечает, он выполняет только их тела. По факту, когда у нас вот тут в переменной day вот это значение, я в консоли увижу вот это и вот это. То есть, видите, до слова break. Если я break поставлю раньше, например, вот тут вот раскомичу его, то я уже увижу, что при совпадении этого кейса в консоли я увижу вариант Tuesday и вариант Wednesday. Эту особенность свитча очень часто можно использовать в своих целях. И я заранее написал еще один свитч, и на примере его мы разберем, как можно использовать break в своих целях. Чтобы это не мешало, я это закомментирую и вот так вот выше подниму вот такой вот свитч. Как он работает? Мы здесь проверяем тип пользователя. И исходя из того, какой у нас пользователь, делаем соответствующее приветствие в консоли. И если внимательно всмотреться, мы можем заметить, что вариант действия, когда админ
и когда модератор одинаковые. Ну, то есть тут в консоли, видите, одна и та же фраза написана. Как я могу это сократить? Если я помню, как работает break, я могу убрать вот этот фрагмент. И в такой конструкции, если наша переменная будет равняться админу или модератору, в консоли я увижу одинаковый для обоих вариантов ответ. Точно так же я могу сделать и для такой конструкции. То есть, когда у нас одинаковый вариант ответа, я могу это прописывать вот в такой форме. То есть, если переменная равняется юзеру или клиенту, в обоих случаях я увижу welcome. Мы специально убрали эти брейки в этом и этом моменте, чтобы у них было одинаковое действие. Если вспомнить, как это написано было раньше, то по факту это было написано вот так, где у нас было одинаковое тело для админа, то есть вот такое, и для модератора. И я убрал не только break, но и тело, чтобы оно не повторялось. Потому что, видите, когда у нас админ совпал, я сейчас вижу две консоли. Ну, потому что у нас, как оно работает? Как только кейс дал true, у нас уже следующие кейсы не проверяются, а выполняются только их тела. И в случае админа я увижу эту консоль и вот эту консоль. Почему я не вижу ниже? Потому что ниже уже, видите, стоит break. И для того, чтобы оно не повторялось, я написал это вот так. Ну и по аналогии ниже то же самое там мы делали. Мы можем не ставить брейки, но только если это нам необходимо. Также, если вы что-то не поняли на этом уроке, то не волнуйтесь. Брейки в свитче это вообще непросто, это даже сложный момент. И иногда на полное понимание того, как это использовать, может уйти очень много времени. Поэтому, если вы не понимаете, ничего страшного, вообще ничего страшного. Именно в этом случае это абсолютно нормально. Можете идти дальше. Я все равно дам вам домашку, вы на домашке хоть немного, но этот момент закрепите. Чтобы закрепить это еще более лучше, я опять закомментирую этот фрагмент, напишу еще один if, именно if, и этот if мы перепишем в конструкцию свитча. Для этого я напишу switch, внутрь свитча передам наше условие, а именно dayname, и начну прописывать тело свитча, ну то есть начну с кейсов. Первый кейс это у нас SAT, я вот так его пишу, после чего открываю его тело, то есть это вот так. Прописываю его тело, а именно выведи в консоль weekday. И в самом низу break. Пока что я напишу в развернутом варианте, потом чуть сокращенней. Ну, я буду прям при вас все это сокращать. Также прокопирую эти кусочки, чтобы заново их не прописывать. Теперь вариант pre-Monday. Это тут, и Friday. Это тут. И если это у нас понедельник или пятница, нам нужно выводить вот такие консоли. Также давайте подровняем их. Вот так вот. Далее осталось переписать default. Default это вот тут вот. Я пишу слово default. И если все кейсы
дали false, то есть они не отработали, я выполняю вот это действие. Окей, в принципе, мы сейчас полностью if переписали в подход свеча. Но мы можем написать это и кратко. Если мы хотим написать это кратко, то что я могу сделать? Я могу, видите, вижу повторение в теле, и тогда я убираю тело первого кейса, то есть который повыше находится. И в таком варианте, если это сад или сан, я увижу одинаковый ответ. Также одинаковые тела у нас в Monday и Friday. И это значит, что в верхнем кейсе я также убираю его тело и break. И теперь это выглядит вот так. Или давайте я даже вот так вот напишу, чтобы нам прям построчно, очень наглядно было написано, как это будет сейчас функционировать. Если Sunday или Sat true, работает эта консоль. Или если Monday или Friday true, работает это действие. В случае, когда все кейсы дали false, отрабатывает default. Также, кстати, в конце в дефолте тоже могу break убрать. Ну, потому что switch заканчивается, там уже, ну, по-любому он закончится, и break ставить там абсолютно не нужно. И в такой записи, вот, это прям красиво переписанная логика с этого ифа в подход свеча с использованием сокращенного синтаксиса. Ну, то есть правильной работы с брейками. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.